Я не знаю лучшее время, чтобы сформировать свой криптопортфель прямо сейчас, и об этом говорят множество факторов. Не забудь подписаться на Telegram и YouTube, ссылки в описании, и погнали. Первый фактор, о котором я хотел бы поговорить, это Google Trends. Как раз таки мы сейчас перешли на сайт, он показывает, как часто люди гуглят тот или иной запрос. В нашем случае это биткоин, так как он является основным маркетинговым инструментом для всей криптоиндустрии. И давайте перейдем на 90 дней вместо 5 и посмотрим, что прямо сейчас мы начинаем набирать обороты. То есть мы видим, что в какой-то из дней это 100 баллов, а какой-то из дней 44. Но так или иначе мы видим, что идет рост. Также мы можем посмотреть популярность по регионам. Рекомендую, кстати, юзать эту платформу, очень хорошо показывает. Сальвадор, Нигерия и Швейцария находятся в первых местах. И также показывают, какие криптовалюты сейчас гуглят больше всего. Помимо этого мы можем сравнить. Давайте, кстати, попробуем с крипто сравнить. Запрос крипто также гуглят, но не так сильно, как биткоин. Еще одна хорошая новость о том, что первый штат, который выдвинул уже законопроект о создании стратегического резерва биткоинов, о котором говорил Дональд Трамп, упоминал в своей предвыборной кампании, это Пенсильвания. Они уже на сайте, в принципе, указали, что создали определенный законопроект, который и будет, хоть и сейчас демократы против, после 20 января, соответственно, придут республиканцы. Помимо этого, большинство республиканцев, которые находятся в Палате представителей, так или иначе за криптоиндустрию. Это говорит о том, что в том или ином штате будут приняты одни законы, где-то будут приняты другие. Но общий позитивный фон за крипту — это очень хорошо. Также еще один интересный факт. Помимо того, что Илон Маск является сам сильной единицей, машиной маркетинга, который создает тренды и хайпы, Дональд Трамп совсем недавно выпустил такой законопроект, который предоставляет Илону Маску определенное место в правительстве. И в своем постановлении Дональд Трамп узаконил, так сказать, Илона Маска в департаменте эффективности государственного управления, по-другому называется DOGE. Ну и, конечно, все, кто ждал, что Гэри Генслер все-таки уйдет, сам он у себя в Твиттере написал о том, что 20 января, когда, соответственно, Дональд Трамп станет президентом, он покидает пост главы SEC, что не может не радовать, что самое интересное, под этим постом написал даже Илон Маск и написал вот такую фразу: «Правда ли, что SEC работает в офисе только один день в месяц?» Намекая на то, что они ничего не делали, тупо мешали крипте вообще развиваться, и не только крипте. MicroStrategy, я думаю, вы слышали и либо где-то видели в заголовках о том, что они скупают биткоины. Если вы не знаете, что это за компания, можете загуглить. Даже в 2019 году, если не ошибаюсь, у меня были акции этой компании. И, соответственно, если мы посмотрим на 25 ноября, это вчера, я записываю 26-го, мы с вами видим, что была рекордная покупка на 5 миллиардов долларов, это 55 500 биткоинов. То есть они с продажи своих облигаций покупают биткоины, и об этом они заявляли. Это огромный жирный плюс, что Майкл Сейлор, соответственно, сделал вот такую вот кампанию, то, что они верят в цифровое будущее и закупают огромное количество биткоинов. Это еще не конец. Здесь вы можете увидеть, сколько битков они холдят, и вот в последний день какой у них, соответственно, рост. Еще один немаловажный, на самом деле, факт, как лично я вижу наступление альтсезона, наступление бычки, это просмотры ютуберов. Соответственно, на экране вы сейчас видите топ англо-инфлюенсеров в YouTube, которые так или иначе рассказывают про крипту. И если мы с вами посмотрим, в начале ноября идет очень хороший рост, я думаю, он будет продолжаться. Это график за 12 месяцев. То есть говорит о том, что люди, простой ритейл, интересуются криптой. Седьмое, о чем я уже говорил в своем телеграм-канале, не забудьте подписаться, это венчурное инвестирование. Соответственно, мы с вами можем включить 1 год, 3 года это много, 1 год, и здесь можем посмотреть, что в последние месяцы идут очень позитивный настрой у инвесторов венчурных на инвестирование стартапов. То есть в октябре 2,5 миллиарда, ноябрь еще не закончился, уже практически 1,7. То есть я думаю, так или иначе, мы с вами видим в ближайшие месяцы огромное количество инвестиций с большим фандрайзом. Будем за этим наблюдать. Небольшой анонс. Расскажу о 5 преимуществах, почему я вместе с комьюнити торгую на бирже BingX. Первое и самое главное — моментальное решение каких-либо вопросов через меня лично. Одни из самых низких комиссий на рынке, большое количество торговых
новых пар, предоставление повышенного VIP-статуса за переход из другой биржи, простой удобный интерфейс для начинающих и индивидуальная поддержка для VIP-трейдеров. Также отдельные условия для тех, кто хочет развивать аффилиат-бизнес. Пишите мне в личку и регистрируйтесь по ссылке в описании. Еще один показатель, все уже, наверное, упомянули о нем, это биткоин ETF, эфириум ETF. Давайте поговорим о биткоин ETF. За 24 часа биткоин ETF объем имеет почти 6 миллиардов. Это огромное количество, и на данном сайте вы можете увидеть суточный объем той или иной компании. Например, Grayscale сейчас имеет market cap 52 миллиарда, а BlackRock 29, но если посмотреть на дневной объем, увидим, какой отрыв у BlackRock, соответственно, над другими представителями. И на Dune Analytics мы также можем увидеть интересные дашборды. И, например, можете увидеть, какой объем 22 ноября, такой Бурдж-Халифа, соответственно, биткоин ETF был произведен. Очень удобная метрика, которая каждый момент показывает, сколько supply ETF, какой объем, как перетекали биткоин ETF, кто продает, кто покупает. Здесь показано, какой институциональный фонд, какое количество биткоинов холдит. То есть всю информацию можно найти, если вбить биткоин ETF в Dune Analytics. В принципе, та же положительная динамика сейчас идет на эфире, но, соответственно, чуть дальше мы перейдем в перетекание ликвидности. Пока что эфириум не совсем, так сказать, сильно скупают. Сейчас идет именно по биткоину, но к эфириуму обязательно все придет, и я ожидаю, что во второй фазе мы увидим совсем другие дневные объемы, нежели сейчас 600 миллионов долларов. Окей, давайте сейчас посмотрим на криптобабл. Наконец-таки мы с вами посмотрим на монеты, на этот величайший красивый зеленый цвет, который всем так нравится. Но это стоит месяц. Давайте перейдем на недельный график и посмотрим, что, собственно, происходит. В течение недели у нас хорошо перформили топы, которые видели прошлый бычий цикл. Это XLM, это FTM, Sand, Mana, ADA, DOT, Polkadot и так далее. Это говорит о том, что понемногу с биткоина начинает перетекать уже ликвидность, но то, что мы действительно должны увидеть под словом перетекание, будет чуть позже. Плюс понемногу уже приходит новый ритейл, который, соответственно, не был еще в рынке. Ну и, конечно, мы с вами помним диаграмму перетекания ликвидности, о которой я говорил в прошлом своем видео. Сейчас мы находимся еще на первой стадии, так сказать, на подступе ко второй, когда все будет перетекать в эфир, хотя сейчас мы с вами видели криптобабл, что топы уже понемногу начинают отрастать, кто-то дает 50, 100, 200% роста, но это еще не тот альтсезон, который мы должны с вами увидеть конец января, начало февраля, как я ожидаю. А для того, чтобы понять, когда начало альтсезона, мы можем присмотреться к еще одному интересному показателю. Сейчас вы видите индекс альтсезона на сайте CoinMarketCap, и здесь все довольно просто. Если мы с вами находимся в оранжевой зоне, это биткоин сезон, если в синий альт-сезон. То есть тут все достаточно просто. Но что я хотел здесь все-таки вам показать, что мы приближаемся уже к альт-сезону. За прошлый месяц показатель был 29, то есть вообще на низу. За прошлую неделю 37, и совсем вчера побил рекорд, это максимум года 52. То есть понемногу мы начинаем, соответственно, доминация начинает падать биткоина, доминация альткоинов понемногу расти, мы к ним сейчас также перейдем. Также интересную диаграмму показывает CryptoCorio, за ним я слежу в Dune Analytics. Тут есть определенные стадии, это 0.4 и 0.6, грубо говоря, когда эти две линии встретятся, и мы с вами увидим вот эту линию альт-сигнал больше 0.4, значит мы входим в стадию альт-сезона. Пока что мы понемногу вот отсюда начинаем набирать рост, а здесь биткоин начинает снижаться. Также, конечно же, не забываем про доминацию биткоина, о которой сейчас говорили, дошли до 61,5%, я ожидал 63-65%, возможно, к этим значениям еще придем. Но сейчас 58-59%. Также есть доминация USDT. Я уже рассказывал, как в принципе это работает, по моему мнению. Чем меньше мы видим доминацию стейблкоинов, а USDT это главный стейблкоин, тем больше, соответственно, USDT меняют на альты, соответственно, делают конвертацию, закупаются альтой. О том, что у людей, инвесторов позитивный настрой, также может показать график TVL. Если мы зайдем на DeFi Lama, здесь мы можем увидеть, сколько заблокированных средств, соответственно, есть в той или иной сети. Но мы посмотрим общее значение. Они практически все сети растут, кроме, наверное, Binance Smart Chain немного падает. И мы с вами видим, что пик на 2021 год было примерно 175 миллиардов долларов. Сейчас мы видим 114, и это еще даже не альт-сезон. Соответственно, люди блокируют свои средства, стейкают, оставляют займы, фармят дропы и так далее. То есть доверяют, что совсем скоро будет альт-сезон, а может быть на этом заработать. Также еще один немаловажный показатель. На моем телеграм-канале также очень давно делал пост о
о том, что как только начинается бычий тренд, соответственно, биржи, централизованные биржи, как правило, дают очень хороший процент, годовой процент, где вы можете без какого-либо риска заложить свои стейблкоины, если только сам стейбл не заскамится, и без волатильности заработать там небольшой процент. И когда наступает бычий сезон, соответственно, эти биржи дают повышенный процент, могут дать 30, 50, 100% годовой. Это большой процент. И, например, на BinkX обязательно регистрируйтесь на этой бирже, именно на ней я торгую. Также вы это можете увидеть на Bybit, также можете на Binance, в общем, на множество биржах. Они берут ваши средства, так или иначе как-то взаимодействуют, приумножают, добавляют ликвидности, неважно, и отдают потом вам тело после определенного срока с повышенным процентом. О том, как на этом заработать, я также делал видео 25 способов заработка, можете посмотреть в закрепленных. Ну и, конечно, главный маркетинговый инструмент для того, чтобы ваши сумки росли, и мы увидели приток новых пользователей, которые еще не видели крипту. Конечно же, биткоин, который превысит 100 тысяч долларов, закрепится и полетит еще дальше вверх. Именно тогда вы увидите, как ваш сосед, бабушка, либо какой-то родственник будет спрашивать про крипту, и, соответственно, вы будете зарабатывать из-за того, что огромное количество людей узнают и инвестируют. Также в моем телеграм-канале я показывал, какие факторы влияют, когда уже наступил альтсезон, на что нужно обращать внимание. Что вы про это думаете, обязательно пишите в комментариях. Всем пока.